Всем привет и добро пожаловать! В этом видео речь пойдет об аналогах и клонах ароматов. Я хочу показать несколько практических моментов, которые мне показались интересными. Будут параллельные затесты ароматов, а в конце видео я подведу итоги конкурса, о котором говорила в предыдущем ролике. Итак, поехали! Первым хочу показать бренд Lattafa, который известен тем, что делает аналоги парфюмов и делает весьма неплохо. Ароматы похожи, но не идентичны. У меня есть аромат, который называется Opulent Red, о нем чуть позже скажу. Если в YouTube вбить в поиске Lattafa Dupes или Lattafa Inspiration, то вы увидите очень информативные ролики, они от англоязычных авторов, но если вы не знаете языка, это не помеха, потому что ролики очень информативны. С одной стороны идут известные люксовые, нишевые ароматы, а с другой стороны экрана аналог от Lattafa. Я в описании под своим видео оставлю ссылки на те ролики, которые мне показались самыми интересными. В одном из этих видео даже есть процентное соотношение, на сколько процентов аромат действительно похож. Еще один важный момент, который я хочу упомянуть про Lattafa, это стоимость. Дело в том, что я заметила, что Lattafa иногда предлагают в распив. От Levant стоит в среднем от 500 до 700 рублей. Но если вы зайдете на Wildberries и увидите стоимость флакона, то она примерно от 1700 до 2500 рублей. На Озоне дешевле, там примерно 1500-1700. Если вы живете там, где доставляет eBay, то там средняя стоимость примерно 23-25 долларов. Так вот, 10 миллилитров Lattafa предлагается в среднем, как я и сказала, за 500-700 рублей, что делает крайне невыгодным покупку именно Lattafa в распив. Да, понятно, что если вы продавец, то вам это рентабельно, но вот если вы на стороне покупателя, то, на мой взгляд, вы очень сильно переплачиваете. Теперь про аромат, который у меня есть, он называется Opulent Red Lattafa, выглядит вот таким вот образом. И он очень тяжелый, это просто тяжеленный булыжник, и если учесть то, сколько он стоит, примерно за 20 долларов я его покупала, это очень хорошо сделано. То есть здесь нет никаких вот этих моментов а-ля дешевый какой-то такой флакон с Алиэкспресса, условно. Это сделано очень хорошо, нигде не выступает клей, нигде ничего не отклеивается. Он действительно выглядит как хороший парфюм. То есть если не знать, сколько он стоит, да, то, конечно, здесь такой своеобразный стиль оформления, но это не важно. Если говорить про сам аромат, то это клон аромата, так заявлено, Armani Privé Rouge Malachite, и это аромат про туберозу. Я знаю, как пахнет аромат Armani, потому что я долго на него смотрела и планировала купить. Сам аромат. Я бы сказала, что он похож на Rouge Malachite процентов, наверное, на 70, потому что Rouge Malachite это такая тубероза с туберозой, очень кремовая, все очень такое деликатное, очень нежное, несмотря на то, что тубероза в принципе такая мощная ядреная нота. Здесь какие-то смолы, белые цветы, специи, все вместе, тубероза. Он, конечно, будет понасыщеннее и посамостоятельнее. То есть, как я и сказала, это не один в один, это самостоятельный аромат, который... он должен именно понравиться, чтобы его носить, поэтому, на мой взгляд, аромат самостоятельный, похож, да, в неком направлении Rouge Malachite, но за ту стоимость, за которую его продают, я считаю, что это великолепный просто аромат. Следующий бренд, о котором хочу сказать, это бренд Uso. Вы часто меня про него спрашивали, и я его купила. Пожалуйста, будьте внимательны, если будете покупать на сайте, потому что я приобретала на сайте, и там есть несколько моментов, которые мне не понравились. Первое, если вы заходите на сайт, и там, например, есть аналоги ароматов, и, например, пробник стоит 169 рублей. Вы кладете его в корзину, идете в корзину, а там выясняется, что минимальная стоимость заказа 1000 рублей. Также там очень много позиций за 990 рублей, это сделано специально. На мой взгляд, это какой-то такой унылый маркетинг из 2000-х. То есть, если вы продаете товар за 169 рублей, то вы должны продавать товар за 169 рублей. И не вводить в заблуждение покупателей, чтобы увеличить себе средний чек. То есть, мне это очень не понравилось, ничего кроме непонимания и нежелания больше покупать это не вызывает. Второй момент, который мне не понравился, это доставка. Например, на сайте там указаны разные варианты доставки, и там есть вариант SDEC. А дальше, если пролистнуть, то можно увидеть, что там появляются какие-то аббревиатуры типа SS, 3 точки, потом SD, 3 точки. Что это? То есть интуитивно понятно, что это, наверное, какие-то виды доставки от SDEC. Но все равно это непонятно. То есть что такое SS, SD? Это какие-то
термины из фильма «12 мгновений весны» или что? То есть вот здесь должно быть сделано максимально просто и понятно, как будто я вот пенсионер из глубинки, где первый раз провели интернет, вот я открыла, мне должно быть все понятно. Я заказала аналог аромата Jo Malone Wood Sage and Sea Salt, у меня есть оригинал, и я заказала аромат, вот он выглядит вот таким вот образом. Это бренд, который называется Anfess, видимо это какой-то подбренд USA, он там продается. За 25 миллилитров я заплатила 990 рублей, для сравнения Jo Malone стоит на онлайн-сайтах, на том же Рандеву, стоит 7900. Сейчас я несу оба аромата и посмотрим с вами на них при параллельном затесте. Вот здесь у меня Jo Malone. Это Jo Malone. А это у нас его аналог от бренда Anfess, он же USA. Ну, Jo Malone, да. Ароматы похожи, ну, один в один. То есть это абсолютно идентичные ароматы. Может быть, здесь он чуть-чуть поярче в начале, но поскольку я уже тестировала, я знаю, ситуация будет следующая. Значит, спустя какое-то время вот эта полосочка с оригинальным ароматом будет пахнуть, ну, достаточно долго, то есть несколько часов она пахнет вот своим этим ароматом, достаточно выраженным и узнаваемым. А вот от Anfess аналог, он, как я и сказала, чуть ярче, но буквально через, ну вот уже даже это начинает происходить, у него пропадает вот эта яркость сразу, и он резко стихает. И дальше он пахнет намного тише и намного менее узнаваемо. То есть они похожи, да, действительно, как братья-близнецы, но вот этот аромат, он красиво стартует и быстро стихает. Я предположу, что, наверное, им просто нужно чаще пользоваться, да, чтобы держать вот этот вот яркий основной эффект. Резюмируя, ароматы похожи, как братья-близнецы, но оригинал держится дольше, этот стартует ярче, но не держит вот эту яркость на протяжении всей носки. Следующий аромат, который я там приобрела, называется он Vanilla Apricot, вот таким вот образом он выглядит. Это именно с маркировкой бренд USA. И я считаю, что он абсолютный аналог аромата, который у меня есть. Называется Vanilla Apricot Comptoir Sud Pacific. Кстати, вот заметьте, я уже почти полностью его израсходовала. Я делала на него обзор. Так вот, про эти оба аромата. Давайте нанесем на первый блоттер оригинал. Это ванильно-абрикосовый гурманский аромат. Очень красивый, очень мой любимый. А на второй блоттер мы с вами нанесем пробник из USA. Наносим. Вот здесь USA. Аналогично. Они просто, вот ощущение, что их наливали из одного ведра. Даже я бы сказала, что в USA нота абрикоса выражена чуть больше. Чуть-чуть с кислинкой. Да, вот этот мне даже нравится чуть больше. Но здесь происходит похожая ситуация, то есть через какое-то время вот этот яркий акцент исчезает, и сходит он достаточно довольно быстро. Резюме по этому аромату, мне он понравился. Я знаю, что USA продают в том числе в офлайн-магазинах. Мне кажется, если у вас есть возможность познакомиться с этим брендом и вы хотите, лучше это делать все-таки в офлайн-магазине. Следующий аналог, который хочу показать, называется Eiffel. Это номерная парфюмерия. Я купила аналог парфюма, который у меня есть. Это аналог парфюма Chanel Eau Fraiche. Значит, вот здесь у нас 50 миллилитров. Чем-то мне напоминает Le Labo. Упаковка красивая, мне понравилась. Это турецкий бренд. Он мне обошелся в 1592 рубля за 50 миллилитров, как я и сказала. А вот у меня уже такой очень сильно поживший, такой некрасивенький, но дорогой сердцу Chanel Eau Fraiche. Он сейчас в онлайн-магазинах стоит примерно где-то 11 тысяч. Итак, давайте сравним оба аромата. Сюда мы с вами нанесем Chanel Eau Fraiche. Красивый, яркий, не теряет своих качеств со временем. На вторую бумажку нанесу Eiffel. Они похожи, наверное, процентов на 80. И здесь вот его как будто водой разбавили. Этот аромат очень похож. Я бы сказала, он звучит так, как будто вы, ну, уже часов так 7 поносили Chanel Eau Fraiche. И вот у вас в базе он остается. Аромат более кремовый, ярких таких прям цитрусовых нот здесь практически нет.
Похоже, но, конечно, это не аналог. То есть это такой вот разбавленный немного водой аромат. Ну и в качестве совсем такого интересного эксперимента я зашла в Магнит Косметик и нашла там вот такую вот историю. Называется она Шарме Фортуна. Видите, она даже не распакована. Обошлась она мне 453 рубля. И прямо сейчас мы с вами ее откроем и посмотрим, что это такое. Сейчас мы его с вами дораспакуем и прямо посмотрим, что же это такое за зверь за 453 рубля. Самое интересное. Открываем. Здесь у нас 100 миллилитров. Выглядит это все вот так. Камера не передает, но здесь вот такая вот наклейка. Она выглядит крайне грустно, я бы сказала. То есть здесь отходит клей, она вся в каких-то подтеках. Ну, мы открываем этот аромат не для того, чтобы придираться, а исключительно вот в таком исследовательском ключе. Мне просто действительно интересно, как это пахнет. Сейчас узнаем. Специально для вас, можно сказать, рискую. Кстати, если вам интересно, я могу купить много разных таких ароматов и потестировать их, напишите. Странные экспериментики, наше все. Так, открываем, кстати, с трудом открывается. Ну что, я волнуюсь, а вы? Поехали. Ох ты, какой спрей, ох! Слушайте, он даже больше похож на оригинал, чем Айфель. А, все, больше не похож, все, пахнет спиртом. Это похоже на отдушку немножко, которую добавляют, вот знаете, в недорогие крема, типа чистой линии, вот что-то такое травянистое, вот мыло. Ну, все равно он имеет право на существование, если кому-то нравится, пожалуйста. Он действительно напоминает аромат Eau Fraiche, но не является его аналогом. Хочу, наверное, сделать такую ремарку по поводу вот этого аромата. Значит, есть замечательное видео у автора по имени Светлана Кокошникова. Я оставлю ссылку на ее видео в описании под моим видео. Она делала года 2 назад замечательное видео с разоблачением про то, что наливают в отливанты, когда их продают вот, ну, по несколько миллилитров. Очень информативное, очень показательное видео, и я подумала о том, а действительно, вот когда мы с вами покупаем отливанты ароматов, да, покупаем их с рук, но ведь все строится на некой предполагаемой порядочности. То есть я как покупатель предполагаю, что продавец наливает туда оригинальный аромат, а никак не вот этот вот. И это исключительно мое предположение. И вот к вопросу о том, что наливается иногда во флаконы, когда вы точно знаете, как пахнет аромат, он приезжает, вы купили себе отливант, а он похож слегка или вообще не так. Ну, я думаю, что если не в производственных масштабах, то что-то вот подобное, наверное, используется. Это мое предположение, но это в принципе проблема всей у нас индустрии отливантов и всех вот этих сэмплов и так далее. Есть замечательный сайт laparfumerie.org, я искренне им желаю найти спонсоров и инвесторов, которые из их сайта, которые, ну, откровенно из прошлого, им поможет сделать это в современное приложение, которая, ну, по сути, как-то урегулирует весь этот серо-черный рынок с фейками, с отливантами и так далее, потому что, в принципе, есть способы, как это все можно отрегулировать и снизить вероятность того, что вы покупаете, ну, откровенную подделку. Еще хочу показать вам аромат от бренда David Walker. Вот так он выглядит. Я не буду долго останавливаться на этом бренде, потому что он у нас не представлен. Я знаю, что он есть в Казахстане. Изначально он из Турции. Это тоже бренд, который занимается аналогами ароматов. Но вот этот конкретный аромат, он не является аналогом. Это самостоятельная серия. Они делают свои ароматы. Выглядит он вот таким вот образом. Это замечательный аромат про ваниль, про иланг-иланг и, наверное, что-то типа сандал, наверное, да, какой-то древесный такой аккорд. Даже, наверное, еще, может быть, миндаль. Похоже на то, как пахнет крем, который вот наносишь после душа, например. Да, вот такой уходовый какой-то такой акцент. Так что, если вы, что называется, будете в тех краях или кто-то у вас туда едет, обратите на него внимание. Ну, возможно, он у нас тоже когда-нибудь появится, а вы уже будете знать, что вот бывает и такое. Последнее, что хочу показать, это сравнение ароматов Аль Райхан от бренда Attar Collection. У меня полноразмерный флакон, когда-то давно я делала на него обзор. И вот здесь вот у меня это Balda Freak, моя приятельница, поклонница моего творчества, очевидно, что раннего, сделала мне отливант Balda Freak. Давайте нанесем их параллельно.
Вот на эту бумажку я нанесу Аль Райхан, мой любимый. А вот сюда мы нанесем наш Балдафрик. Вот здесь Балдафрик, а вот здесь Аль Райхан. Ну, что я могу сказать? Мне Аль Райхан нравится больше. Почему? Потому что здесь больше фруктов для меня. Здесь манго, здесь вот пралине, какой-то десертный такой акцент. Экзотические фрукты. Это фруктовый, яркий аромат. Ну, что тут скажешь? Аромат хорошего настроения. А Балдафрик, он помягче, поизящнее. Я когда носила его специально на кисти, на одной Аль Райхан, на другой Балдафрик. Так вот, ну, Балдафрик, конечно, более стойкий, в этом его очевидное преимущество, но в плане композиции Аль Райхан мне нравится намного больше. Ароматы похожи, наверное, процентов на 90. Ну вот я бы такое процентное соотношение дала. То есть Аль Райхан у нас более фруктовый, более яркий, более громкий. Балдафрик более древесный, более изящный, ну и более стойкий. В прошлом видео я попросила рассказать вас о том, как вас оригинально поздравили на 8 марта. Большое спасибо всем за комментарии. Все они, как обычно, искрометные, оригинальные. Но победитель у нас только один, и в этот раз я решила, что победителем становится автор комментария Ирина Хутарева. Я вас поздравляю, и я напишу вам под комментарием, мы с вами договоримся об отправке. Ну и в конце видео хочу, наверное, сделать новый конкурс. Победителю я подарю аромат от Латтафы, от Энфас, от Айфель, от Уса и вот этот вот аромат, который у нас не представлен в стране, от Дэвид Уокер. Условия конкурса. Для того, чтобы получить все эти парфюмы, вам нужно в комментарии под этим видео ответить на 2 вопроса правильно. Тот, кто первым ответит правильно, тот и получает все парфюмы. Вопрос номер 1. В одном из своих недавних видео я рассказывала историю о том, что я была в банке, в банкомате, и банкомат съел мою карточку. Назовите, пожалуйста, имя женщины, которая мне помогла в этой ситуации. Это вопрос номер 1. Вопрос номер 2. В одном из своих первых видео я рассказывала о том, что была в другом городе, и в отеле этого города я столкнулась с женщиной, аромат которой меня догонял еще в коридоре отеля, и мы с ней вместе ехали в лифте. Скажите, пожалуйста, в каком городе происходили эти события? Небольшая подсказка. Я свои ощущения там сравнивала с фильмом «Послезавтра». Автору, который ответит на эти 2 вопроса правильно и ответит самым первым, я отправлю все парфюмы. На этом у меня все. Большое вам спасибо за просмотр и желаю вам всего самого хорошего.